Молодец. Как вы видите, почти как оригинал. И вам здоровья. Ёб твою мать. Но по правам. Это местная флотилия. Ну, мы прилетели в Пуэрто-Плата, Dominican Republic, на очередной мото-адвенчур. И с открытием сезона. Сегодня 4 января 2026 года. Открываем 26-й год сезон. Только закрыли 25-й, правда. В этот раз я со своими бойцами, с братиками, он Янка, ну потом с ними познакомлю. Хочу познакомить вас с Женей, замечательный человек, который нам и путеводитель, и друг, и товарищ. И вот на таком огромном грузовике Жека нас сопровождал везде, во все наши путешествия, был с нами. Спасибо, Евгений. Всегда рад. Да, также хочу представить вам своего очень хорошего близкого друга Геннадия, с которым уже имею счастье второй раз ехать в Бельники. Гена у нас представитель Old School, который еще и в Союзе, и здесь поддерживает мотоэнтузиазм. Еще одного человека, который душа любой компании, с которым я имел счастье познакомиться. Я думаю, вы еще тоже познакомитесь в моих видосах. Коста Борисович или Олег. Это, ребята, душа компании. Олег зовут, а роуднейм Борисович. Ну так придумали. Наша вишенка на торте. Мой хороший друг и мотобратика, с которым мы уже недалеко ездили, Серега. Серега к нам в этот раз тоже присоединился и тоже с нами прошел все эти приключения. Но в этот раз он прошел не один, а со своим следующим поколением, с сыном, с Роберто. Роба, помахай. Вот, Роберт, теперь ты тоже у нас будешь звездой Ютуба. Господа, я еще одного хорошего друга хочу представить и члена нашего путешествия. Это Сергей и наш путеводитель, который очень замечательно все распланировал для нас и душу в это вложил. Тебе большая благодарность. Также у Сережи есть свой канал, рекомендую, потом оставлю ссылки. Самое главное, это наша изюминка, наша вишенка на торте, Сонечка, Сережина дочь, создатель. Сонечка, ты большой-большой молодец. В общем, я тобой гордимся и тебя селик. Что, друзья, у нас первое утро в Доминикане. С погодой, конечно, не очень. Но сейчас должно все очиститься. Сейчас я вам покажу, где мы находимся. Вот наши байки запаркованы под колючей проволокой. Как вы видите, на байках тут все. И шлем это optional. И везде ливень, все обложило. Так что будем думать, что делать. Нужно купить из еды. Да, наши хоромы здесь. Вот это наши хоромы. И прямо на океане, но там мы еще не были. Естественно, такой дождик идти не хочется. Ну, а мы изучаем местную изюминку Доминиканы. Так как сегодня день Доминиканы, многое закрыто, плюс дождик. Вышли недалеко от нашего кондоминиума, есть ресторанчик, так вот мы здесь. Сейчас я вам покажу. Генка. Вот, пока ждем, я решил делать обзор мотоцикла. Это XTZ-150 Yamaha. 150 это не лошадей, а кубических. Завелся после сильных дождей, проблем нету. Ну, как вы видите, у нас маленькое наводнение. Ну, едем. Что делать-то? Конечно. Готов? Едешь? Вот так тоже бывает.
Ну, вроде выехали. Так, Генка тоже выехал. Нормально. Интересные нравы. Как вы видите, хелмет, в смысле шлем, это лакшери, которые люди тут не употребляют. Вот, опять собачки бегают. Таких много везде. И прелесть. Генка проскочил. Ну, это понятно, у него тормозов нету. Именно поэтому мотоцикл меняем. И едем как раз сейчас в место, где мы арендовали мотоциклы, чтобы их поменять. Это спереди таки да был Серега. Так что... Вон еще песик. Привет, песик. Вот так мы встречаемся с коровкой. Привет. Еще как не родная, блин. А, ты не корова, что это все быть? Извиняюсь. Так, мать, а ты кто? Привет. Ты бык, корова? Да, тоже бычок. Маленький бычок, я хороший. Да, и вон еще один бычок. А, нет, так как раз корова. Что-то я разбираться перестал. Вот, хочу показать, ребята, что случилось. Вчера мы тут брали мотоциклы, сегодня тут сатилия. Снова выбросили наши мотоциклы в другом месте. Сейчас привезли еще один. Без мотоциклов не останемся, да? И что у нас здесь? О май гад. Сейчас въехали в микрорайон отелей, но со стороны сервиса, где сервис подъезжает и там обслуживает обслуживающий персонал работает и все такое. Вот хочу показать там, что за дороги, что тут происходит вообще. О, бля, окей. Вот так вот, ебать, я весь мокрый. Ладно, едем дальше. Мама, а что у нас здесь? Вот такого говнища еще не видел. Ну ладно, поехали. Поедем здесь. Ё-моё! Окей, выехали, ладно, хуй с ним. Скажите, а вот кому нужны сухие ботинки, правильно? Сухие носки, блин. Все это извращение. Your destination is on the right. Приехали. Генка, ты весь мокрый тоже. Весь мокрый? Ноги. Да, вот мои, блин, вообще. Кайф-то что? А у нас маленькая предыстория. А что делать, если ломается лифт, а в гараже внизу у вас мотоцикл? Мы пришли, гараж не работает, мотоцикл не вытащить. Ну, когда механики и электрики есть, разбираем двигатель полностью, чиним лифт, который вместе не могли починить уже 3 месяца. Делаем, достаем мотоцикл. И вот результат. Такой результат. Завели только после локося. Быстро на дорогу. Наконец-то вечер, и все байки на месте, все работают, все стоят. Этот доставали, эти привезли 2, потому что не хватало. У этого колесо, это мой, слава богу, все нормально. И вот, пацаны готовы. И девушки готовы к выезду. Правда, сейчас уже 6 часов. Выезжать будем завтра.
Ну, господа, ну, начинаем наш репортаж, ревью сегодняшнего дня. Началось с чего у нас? Счастья у нас было много, но оно было короткое. Периодически оно как-то было... С ливня началось, правильно, с ливня. Нет, мы проснулись, было хорошо, но ливень. Потом вроде ливень закончился, мы поехали путешествовать. И Недолго продолжалось счастье, продолжай. ну вот. Нет, потом мы нашли ключи от машины, и мы обрадовались, что у нас все получается. Потом мы доходим до машины, но там села какая-то батарейка, одна из двух. Вот. Потом Потом мотоцикл мотоциклы. не работающий, потом камера полетела на колесе. И вот сейчас мы приехали и сказали, Ир, с ним совсем, идем купаться. Правильно? Нет, теперь счастье должно нам улыбнуться на океане. Да, правильно, все. Так, улыбочка. У нас репортаж. Вот, вовремя. Блин, какой-то длинный, нужно поднять камеру. Ну, первая достопримечательность у нас здесь. Это не ты. Это наш бассейн здесь. Infinity Pool. Ой, блядь, еще один бассейн устроил, Серега. Лифт сломался. Ну, видишь, как у нас сегодня все работает. Маньян. Видно, в понедельник, не зря их мама руки. Так, ну да, добавить наша коллекция поломок сегодня. Еще и лифт сломался. Океан. Что, пойдем пешком? Есть еще и океан на ремонте. Так, ну да, альтернатива. Анекдот про альтернативу, знаешь? Спокойно идем, все спокойно идут. Вот наш шаббат-лифт. Спокойно идем. Вот такая красотища у нас открывается. Да, дно тут не очень. А, уже поздно, я уже на камне. Ё-моё. Я в порядке. Наверное, лучше от камней отойти. Сегодня у нас путешествие активное. Мы едем вдоль побережья, вдоль острова в Санта-Ренес. Поездка сама часа 2-3. Я думаю, с остановками чуть больше. У нас большая бригада, поэтому быстро ехать не будем. По дороге пару лагун красивых. Должны обязательно запечатлеть. Так что оставайтесь с нами. Ну, господа, мы наконец-то выехали. С утра еще, прохлады нету, уже жарко. Ну, не так жарко, как будет днем. Также не выехали мы пораньше, потому что нужно было перебортовать еще одно колесо. Ну, такое бывает уже каждый день. Дорога вроде хорошая, сказали. Вчера ее полностью залило, поэтому вчера она была закрыта. Так что выехать мы не смогли, если бы даже захотели. А сегодня мы уже в пути. Очень busy городок. Называется Кабарене. Или Кабарене. Так что видите, тратят везде. Ну, нормально, все едет куда-то как-то. Правила никто не соблюдает. Обгоняют везде. Вот, скоро едет ниоткуда. И такое тут нормально. Так, у нас Шляновка. Так, молодежь? Ну, супер. Супер. Да я себе продаващался, ну ладно. Я тоже молодежь. Если ты так скажешь. Остановились. Где мы, Серега? Лагуна Григри. Гри-гри. Как ты? Нормально? Такое. Как мотоцикл? Такое. Такое? Да. Ну, держись, привыкли, будет светлее. Я привыкла. Ну, а мы приехали в лагуну Гри-гри. Это лагуна, которая стекает в океан. Тут пресная вода. Люди купаются, детки, вон, как видите. У нас маленький перерывчик. Посмотрим, что куда. Что-то попить нужно.
Так, боком держать, да? Мы только что искупались, потому что очень жарко. Заехали в лагуну Григри. Симпатичное место. Я вам покажу. Трафик чуть-чуть полегче. И погода тоже стала полегче. Но за счет того, что искупались, наверное. И вот пока я вам показываю, пока еду. Маленькое-маленькое поселение какое-то. Но, слава богу, не такое людное. Так что ехать тут приятнее. Везде мотоциклисты. О, да, также хотел сказать интересные факты про Доминику. Вот мы взяли в рент 6 мотоциклов, 5, один наш. И все они не имеют license plate. То есть рентовочные компании просто дают мотоцикл, если что-то случилось, так они ничего не знают. И так они списывают ответственность. Ну, это понятно, тут страховка, я понимаю, не работает, поэтому... По-другому этот бизнес тут не существовал. Вот впереди, видите, едет Генка. И, как вы видите, нету plates, нету номерного знака на мотоцикле. О, вот он океан. Какие-то заброшки. Ну, это по нашим понятиям заброшки. Я уверен, что они совсем даже не заброшки, кто-то там живет. А это вообще по местным понятиям дорогие фазенды. Ну вот, посмотрим вместе. Я не знаю, я еще из того поколения, которое помнит рабыню Изауру, эти все фазенды, там вот... Это название клуба, который клуб, там... ассоциация мототуристов. Ну, официально, извини, тут это как бы... Нет, не то, что... Нет, мы не можем называться клубом. Я знаю, да. Так вот, это Борисыч, там Серега и все ребята организовали. Большие молодцы. Эй, Объединяет очень много людей. small bro, come on. Мотобратиков и мотосестер. Мотосестра, ну-ка посмотри сюда. И мотодетишек. Бро, Сань. Заплатили немножко за вход и вошли в какой-то private лагуна, парк. Сейчас посмотрим. Говорят, там можно купаться. Сначала посмотрим, как бы. Вон, Борис что заплавать хочет. Нету главное. Я первый раз здесь что никого нет. Да? Ну, Да, здорово. вообще никого. Он только рыба, он стая рыб. Ага. Ух ты! Такие карпы плавают. Ну да. Вау, ну пойдемте, гайс. Это красиво. Это вот. А еще заметьте, что мы находимся в Это гротто. лагуна Дуду. Это лагуна Дуду. Это одна пещера с озером, а там еще одна есть. Это мы вот побольше. Доминиканцы рисунули нас. А мы так и дойдем в пещеру. Это не была шутка. Вау. Вау, это beautiful. Не знаю, если камера будет работать. Ну да, мы сейчас просто в темноте полностью, поэтому то, что iPhone вообще снимает, я немножко лажу. Смотрите, сколько маленьких рыб. Карпы. Койфиш. Карп маленький. В сторону шли ты. Сейчас будем с ними купаться. То же самое? Лианы. Блядь, не, сделал первый. Молодец. Тоже хорошо дошел. Молодцы, папа. Ну вот, господа, а что у нас происходит? Мы едем по местным плантациям сейчас. Еще ехать, наверное, около часа. Остановились, попили местного кофе. Кофе тут замечательный, как вы понимаете. И, в принципе, сейчас ищем по дороге, где остановиться, чтобы попить кокосового молока. У нас остановочка тут посунет.
Как вы поняли, тут жарко, поэтому кокосы — это спасение. Сережа, отдай. Дай малому. Ты же пьешь, на, держи. Таких забегаловок очень много, причем прям придорожные. Вот и что-то уже начинается. Так что будем вместе с вами искать. Очередная остановочка, я еще мокрый с пешка. Мы остановились перекусить йогурты. Прям на дороге, придорожное заведение. Показывай. И только йогурты. Так что мы тут перешли в ЗОЖ, в ЗОЖникис. И питание у нас тоже ЗОЖное. Вот так. Так, где мы остановились? Мы остановились с красивым видом. Сейчас посмотрим на океан. Да, и правда красиво. Мы находимся в Самане, полуостров Самана. Едем в Лас-Теренос. Должны уже быть там через полчаса где-то. Вот в горах. Конь. Я раньше думал, что мы все мотоциклисты, оказывается, это все блогеры. Давай друг друга снимем. Здесь и на камне сидят ребята. Серега, давай друг друга снимем. Да, привет. Это не придорожная забегала. Набились в Самане, в Помане. Осталось минут 5 до пляжа. Тут, говорят, самые лучшие манго. И не только манго, судя по всему. И Сережа. Просто его покасатись. Tiêu bà đi vào quyền Sơn Trinh. Сколько? Это окра, дыни, наверное. Все овощи. Ну, какая прелесть. А песка. И пуба. И рексик. Какая прелесть. И такая прелесть у нас, да? Ну, мы приехали, наконец-то. Это Самана. Это океан. Сегодня 6-е. Мы уже объехали ее полностью одну сторону и доехали до Саманы. Это Самана по-русски. Это полуостров, самый красивый в горах. Вот сейчас мы здесь находимся. Только приехали, сейчас будет закат. Так что с открытием 2026 мотосезона. Ждите видосы. Ну, всем доброе утро. У нас, как вы поняли, дождик с утра. Так что дорога будет интересная. Братва вроде готова. В любую погоду. Ну, а по планам мы едем на водопад. Называется водопад Лимон. Какое-то красивое место. Ехать полчаса. Посмотрим. Наконец-то приехали в водопад Лимона. Трафик, дождик, сыро, это нормально, все, солнышко вышло, так что, думаю, все на позитиве. Минут 5-10 пройтись, то запарковались все. Хорошее место тут. Курочки бегают, лошадки. Везде собаки. Как говорится, вся природа, весь зоопарк здесь. Начиная от курят, лошади, собаки. Ну и мы, люди. Сереге надо стекло. Слушай, мне хотела отличная поездка была, он был целый чего? Отличная. Джунгли такие wild, да? Джунгли какие, ну ты. Очень много. Да, вот у нас полноростный баобаб. Обходить его не буду долго. Джунгли продолжаются, мы еще идем. И такие животные встречаются. Ну слушай, просто по классике они это роют
Там орехи, корни. Да, этих ребят я здесь никогда не встречал. Вот первая такая. Они нас тоже. Да, походу, да. Но они не похожи на диги. Хотя здесь жилых домов-то нигде нет поблизости. Шумит водопад. Мы, судя по всему, тут правда первые. Вот таких вот ступенек было, ну, очень много. Так что все потели, поктрели. О, слава богу, никто не упал. Все, мы здесь. Ура, ура. Ну, правда, красотища. И отдает влагой. Но у нас купальный сезон открыт. Осторожно. Заодно проверим, если камера будет непроницаемая. А? Поняли. Готовы? Какая глубина? Ты там не поймешь, что ты сейчас творишь. Надо нащупать. Что ты проваливаешься нога вместе с песка. Нырять ни в коем случае нельзя, потому что здесь вот камень. Представляешь? Водопад. Ну вот, подъем продолжается. Я индурист. Что это значит для людей, которые мотоциклом не посвящают всю свою жизнь и нормальные, адекватные люди? Индурист — это значит, я люблю ехать оффроуд, онроуд, по горам, по камням, по снегу, по песку, по гравию, где угодно. И, естественно, такие, как я, обычно ездят правильно на ногах. Вот как я сейчас это делаю, стоя. Здесь ни один человек такого не делает, и когда на меня смотрят, они все смотрят просто с большим удивлением. Особенно тут такие дороги, что я не представляю, как по-другому ехать. Так что какие-то скиллы я их тоже подучу, потому что все смотрят, пытаются, пробуют, и, может быть, тоже начнут правильно ездить. Им нужно, им прямо так и нужно. Давайте я расскажу, как они получили права. Это мне сказал наш знакомый Женя, который тут живет. История такая. Как-то государство решило, что все мопеды, мотоциклы, мотороллеры должны быть лицензионные, и лайсенс должен давать автомобилистам. Само собой, инфраструктуры для этого нету. Так что делать? На площади собрали всех желающих и в порядке живой очереди, без проверки документов, без ничего, просто раздавали эти права. И это заметно. У нас короткая остановочка. Решили отведать местных овощей и фруктов. Как и обычно. Лавки самые вкусные. Вот свежий коконат. Попробуй. Будете. Просто. Нет, больше? Я... Держи. Спасибо большое. С орехом, если у кого есть орех. Без ореха больше молока, с орехом меньше. Ну окей, господа, у нас новая миссия. Миссия поездки оффроуд по пляжу, по песку. Посмотрим, что получится. О, задницу немножко заносит, а туда-то приятно. Очень приятный заезд, честно скажу. Хоть и заносит. Хочу сказать, сколько удовольствия. Сейчас только что по песку проехался по пляжу. На этом маленьком мотике, который легкий, который пипец как скочит. Но, правда, лысые колеса, так что пришлось один раз размазать
размазаться по песку, но очень даже приятно было. Фу, задор. Так, малыш, молодец. Едем дальше, осталось 2 часа. Зашли в фабрику, где делают, как вы поняли, сигары. Вот идет наша колонна. Заехали в какой-то такой суетной городишко. Название не знаю. Потом посмотрю. Ну, все как везде. Трафик, колониальный старый стиль, как вы видите, домов. Стекла — это лакшери. Ну, сами все видите, что я вам буду рассказывать. А вот название. Бока ди Нагуа. Сейчас слева кто-то будет подрезать. Все нормально. Все как обычно. Просто вторник. Понятно. Назад! Ну-ка, блядь. Стой! Вот хороший пример. Я стою на интерсекшн, его закрываю, чтобы никого не сбило. Пока происходит тут какое-то недоумение. Ладно, проехали, объехали, забыли, дальше поехали. Все, встали в колею. Немножко о колонне. Когда колонна едет, у нас 6 мотоциклов, 7 человек. И когда колонна едет, первый человек, который едет, это Сусанин наш, это Серега. Это человек, который показывает дорогу, Серега тут катался несколько раз. И был здесь несколько раз, поэтому первый. Потом идет колонна, сзади замыкающий. Замыкающий — это смотрящий, чтобы ни с кем ничего не случилось. А если случилось, останавливаешься, помогаешь этому человеку. Если это авария, поломка, все что угодно. Обычно замыкающий едет опытный, потому что смотрящего за смотрящим нету. Если что-то с ним случится, то нужно знать, чего делать. Мне досталось. Ну, это моя прелесть. Вот такая песик хороший. Так, этот вообще на меня едет. Ладно, объедем. Красота. Вот такой у нас вторник. Колонна продолжает. Настроение хорошее. Выключаемся. Сейчас уже около 6 вечера. Мы на колесах с 7 утра. Немножко подуставшие, но осталось, наверное, полчасика и все. Как вы видите, закат. Еще не закат, но солнце прямо светит в глаза. А мы едем на запад. Доброе утро всем. У нас день 4, настроение хорошее, кофе попил, как говорится. Сегодня у нас в планах поехать в сторону, через весь остров, в сторону столицы Санто-Доминго. До нее мы, наверное, не доедем, так как время не позволит. Но где-то в горах остановимся, там есть какой-то знаменитый ресторанчик, заодно вам его покажу. Вот вам немножко покажу нашу улицу, где мы с Генкой остановились, и, наверное, уже и тронем. До встречи. А здесь у нас снег. Шучу. Я думал, менты меня останавливают. Нет, нормально. Я на красный все-таки проехал. Да, у нас не снег, у нас дожди, у нас сезон дождей. И вот такое вот ни с того ни с сего. И, конечно, прогноз слушать бесполезно полностью. Неважно, приключение продолжается, настроение хорошее. Так как я кофе выпил. Как вы поняли, мы выехали в горы. И едем по серпантинам. Дорога немножко мокрая, скользит, так что едем аккуратно. И в горах меньше идиотов, вот. Или просто меньше народу, наверное. Красивый вид открывается, давайте посмотрим. Вот посмотрите, есть бордюр справа, видите? Чего очень не хватало в Мексике. Еще скользко, жопу заносит на поворотах. И горы еще, как вы видите, не проедены. Еще много ехать. Думаю, из них полпути будет в горах.
Очень приятный воздух. И вы знаете, как я люблю горы. Да, об этом, конечно, неприятно говорить, но это тоже случается. Мы только что съехали с хайвея, и на хайвее размазало мотобратика. Слава богу, не из наших, но как бы все равно. Об КамАЗ. Пацан был без шлема, но что-то все очень неприятно. Это точное напоминание, что нужно быть аккуратно, и тут другой мир. Да, сейчас все под впечатлением едут. Так что мы аккуратно, в линеечку, потихонечку направляемся дальше. Друзья, ну а мы только что подъехали к замку Мундо Кинг, или Король Мира. Вокруг нас раскинулась настоящая сказка. Яркие краски, необычные архитектурные решения и уникальные тематические зоны. Здесь каждый уголок напоминает атмосферой творчества и фантазии этого человека, который его создал. И про него я еще расскажу. Уникальная архитектура и конструкция этого замка не имеет аналогов в мире. И не может иметь, потому что видение этого человека, этого творца и художника, оно очень уникально, так как и отражение его видения в этом замке. И коллекция его картин и сама архитектура вас переводит в другой мир, мир Шульца. И как сам Шульц его называл, это портал. Вы как будто попадаете в портал времени, в портал пространства, в портал совершенно другого измерения, другого мира. Этот замок, который когда-то был жилым домом Рольфа Шульца, человека с необычной судьбой и широким кругозором, стал настоящим музеем его личной коллекции после его ухода в 2018 году. Сам Шульц не был просто строитель, или инженер, или архитектор своего мира. Также он был провидец и жрец будущего, который, как он утверждал, стремился спасти планету и цивилизацию. Его вера в НЛО и взаимодействие с инопланетянами в сочетании с его идеями о межзвездных путешествиях создали вокруг него ауру мистики. Внутри замка можно увидеть множество экспонатов, которые отражают его интересы, его мира. Тематика музея включает в себя не только предметы, связанные с инопланетной жизнью, но также элементы буддизма, искусства Сальвадора Дали и даже атрибуты сатанизма. Также можно подчеркнуть, что в Кастелло Мундо Кинг представлено очень необычное и смелое искусство, которое соединяет элементы сюрреализма и провокации, словно работа Сальвадора Дали, но с более откровенными мотивами. Это искусство вызывает интерес и удивление, провоцируя на размышления о границах и свободе самовыражения. Таким образом можно описать это как смелое и многогранное художественное пространство, созданное этим человеком. Замок сам по себе удивительно разнообразен. Он имеет несколько этажей и множество комнат, установленных скульптурами и картинами. Важным аспектом является не только личная коллекция Шульца, но и вклад местных художников и творцов, которые, вдохновленные его работой, продолжали добавлять уникальные экспонаты, тем самым расширив его наследие. Местные скульпторы и живописцы с охотой работали над тем, чтобы дополнить собрание артефактами, которые отражают как культуру Карибского залива, так и культуру всей Доминики. Также замок Мундо Кинг с его множеством залов и смотровых площадок представляет уникальную возможность посетителям прикоснуться к удивительному миру, созданному Шульцем. Сам замок наполнен духом творчества и оригинальности, и за несколько минут трудно передать все многообразие впечатлений. Для желающих лучше понять и почувствовать атмосферу этого места, я очень рекомендую посетить Сосуа. Это город Доминиканской Республики,
расположенный всего в 20 минутах от Пюрто-Плата аэропорта, и самим погрузиться в эту богатую историю и экзотический мир Шульца. Давай! Давай, давай, давай! И вам здоровья. Ёб твою мать, ногу провал. Ну, доброе утро. Сегодня у нас чуть-чуть другой формат, чем обычно. Мы приехали на грузовиках, на грузовике на гору, называется Изабелла. Это местная достопримечательность, и известна она, вот, к примеру, вот этой статуи. Это копия Рио-де-Жанейро Jesus the Savior, как вы догадались уже, но меньше размером. И подарена она была тоже Бразилии. Как вы видите, почти как оригинал. Ну, в другом масштабе. Идея была, конечно, показать вам виды с этой горы, потому что открываются очень красивые виды всей Пуэрто-Платы и океана. Ну, как вы видите, в таком тумане из видов буду только я. Хочу вас огорчить. У нас немножко рассасывается, и, может быть, даже мы сейчас немножко увидим. Я вижу глазами, я просто не знаю, если камера это может запечатлеть. Ну вот, такой вид раскидывается на всю Пюрто-Плату, на порт, который видите вдалеке, на Карибское море или Атлантика. Я хочу пройти внутрь, посмотреть, что там вообще происходит внутри памятника Христу Спасителю. Сувенирчики, магазинчики, ну, в основном сувенирчики, скажем. Ну, как в любом другом туристическом месте, как вы меня поняли. Тут не людно, так что, слава богу, можно все заснять. Вот это мне нравится. А Доминикана знатна своими масками. Вот это ее конек. Ну, естественно, ромом. Ну, хотя сами доминиканцы ром почти не пьют. Они все на пиве сидят. Ну, а у нас подоспели туристы, и, значит, скоро пора сматываться. Тут приехала пара бусиков с туристами. Как вы знаете, я это не очень люблю, но... Так, продолжаем идти по горе Изабелла. Изабелла! Анекдот старый вспомнил. У нас тут улитки занимаются любовью. Нет, они просто... Дружат просто правильно. Меня просто так проверили с места или я не знаю. Входим в джунгли. Ну, если вы видите теле- или радиовещательные станции, то, значит, мы на пике горы. Это просто вид. У тебя красный памятник, мост, на который мы сейчас поднимемся. Океан слева, который мы сейчас не видим, и джунгли справа. И это находится на самой верхушке
горы Изабеллы. Что у нас из новостей? Мы перебазировались в центральную часть Пёрто-Платы. Сейчас ищем ресторанчик и покажем немножко местный колорит. И такие туристические места, конечно, не мое, но немножко посмотрим. Так, это их как бы основная улочка, как Никольский, там в Москве уже забыл, как называется это, но тоже есть такая похожая улочка. Сейчас дойдем до их храма. Немножко из истории. Тут написано, что Колумб в декабре 1492 года приехал именно в Пуэрто-Плату, именно сюда. И это было первое место его первого путешествия. Это важно, потому что Амерго Веспуччи уже поехал с ним во втором, и официально они доехали до Америки во втором путешествии. Тут рядом храм. Я думаю, тоже в память Колумбу. И это самый-самый даунтаун. Кстати, вон гора, на которой мы были на самой высоте. Если вы видите там вдалеке, это крест Иисуса, который уже показывали. А центральная площадь, туристические разводы везде, естественно, это. И, по-моему, это ресторан, в который мы идем. Вот оно, вот это красиво. Уютненько, красиво. И на улице. Я думаю, сядем здесь, да? Я вот предлагаю. Давай, да, конечно. Как видите, сзади стоит в самом конце улицы большой лайнер. Тут это часто они бортуются. Понятно почему. Думаю, к нему подойдем, посмотрим поближе. Так у нас по бокам местный Арбат. Местные умельцы продают свои местные говнища. И наконец-то мы попали на эти зонтики. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a dar de besito en la carita. Un día conmigo y lo que tú necesito. Bonita, baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Me voy a dar de besito en la carita. Борисыч, ты точно изюминка местная. Жизнь будет Можно, веселее. можно мы его оставим у вас? Конечно. Перманентно. Легко. Как залог, чтобы вернуться. Вообще. Вот. Да, музей камней, окей. Такой красивый. Ты, какие янтари красивые, правда. Welcome. Вау. Вау. Welcome. Wow, this is beautiful. Колечки с Ларимаром. Блин, великолепно. А голубой это Ларимар, да? Да, Лари... Ну, такой типичный магазинчик. Типичные сувениры. Это завод по переработке Ларимара. По переработке Ларимара, который, вот, пример его лежит прямо здесь. Голубой симпатичный камень и янтаря. Как вы поняли, янтарь тоже здесь. Понюхай, пахнет. Is this mango? О, вкусно, да? Шоколад. Опять сигарет. А это шоколад. Тут, я думаю, отдел премиального качества. Вот, ручные. No, it's okay. Thank you. Thank you. Вау.
Коллекция Mama Phone. Приехали на Марину. Приехали на Марину, где Жеки на лодку стоят. И Жека живет прямо на Марине, в этих лодках. Это обязательно хотим посмотреть. И океан тоже красивый очень. Сейчас сегодня посмотрим лодку. Идем смотреть лодку. И солнце выходит. И так в Доминикане всегда. Каждые 5 минут. Не нравится погода, подожди 5 минут. Это местная флотилия. Это большая, Да, ну а мы дошли, и, естественно, это была последняя лодка. Как вы заметили, дождик опять успел пройти еще раз закончится. Вот так мы идем. Так, а вот красавица. И паруса. Вау. Да. Можно стать? Мы забрались вроде вглубь этой корабели. И вот обзор делаем. Я стирал, они, короче, все отбрал, все Так, тур не хочу пропустить. Туалетик и одноместная. Нет, тут осталось. И здесь еще одна комната, деревянная. Вот тут сразу механики понабежали. То, что нам вот первый вопрос, да? Что там задать? Да что на двигатель, давай. Пятница, 4 цилиндра. Скажи, дата рождения Здесь еще одна карабала. Это Сережкина калинка. Опа. Вот третья лодка. Я уже сам запутался, да? Это тоже Женина. Да, но это, по-моему, нужно не на ходу, судя по всему. Сейчас заглянем. Обычно все 4 лодки здесь подряд — это Женя и Сережа. Можешь как бы делать не так, как она должна быть. Ты же можешь ее по-своему. Ну да, я думаю, это не на ходу. Доброе утро. У нас погода, как всегда, пасмурная с утра. И сейчас дождя нету. А сегодня у нас последний день. О, дизелек заводится наш. Это Женина маленькая ласточка, которая нас здесь всех спасала. Едем к ребятам на пляж. Сегодня у нас день легкий. Я думаю, искупаемся, поболтаем, посидим. И часов 5 должны быть в аэропорту. Так что увидимся уже в аэропорту. Ну, мы возвращаем мотоциклы. Хочу просто напомнить, что мы находимся на этом полигоне, где их брали, где было полностью флотилия плавающих мотоциклов в прошлый раз. И все уже сухо. Он последний раз прощаюсь с мотоциклом. Всем рекомендую это место, кстати. Как бы, если вы понимаете, что такое мотоциклы в Доминикане, то очень рекомендую это место. Если вы не понимаете, о чем я говорю, я не рекомендую вообще на мотоцикле садиться в Доминикане. До встречи. Ну вот, у меня момент прощания. Это серьезный момент для любого мужчины в его жизни, когда он расстается со своим конем. Большие благодарности Ямахе, большие благодарности этому малышу. Он меня спасал, выручал. Как говорится, тебе новых приключений. Вот как истинный доминиканец, Серега помыл мотоцикл. Идем заводить тело. Серега решил нас проводить, а Жека подвезти. Слава богу, что есть друзья. Да, Генка? Да, друзья, это самое главное. Правильно, Гера? Правильно. Ну все, господа, аэропорт, дорога домой. Я очень благодарен стране Доминикане